الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله مبينا فرضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله وشعبان المطهر ورمضان المكفر. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля, милостивому, милосердному, на которого мы надеемся и уповаем, у которого мы просим прощения. Хвала Ему, который дал нам возможность дожить до этих дней. Хвала Ему одному, который дарует рабам своим определенные времена, хотя все дни принадлежат лишь одному Аллаху Субханаху ва Тааля. Но тем не менее Он по милости Своей выделил дни и месяцы определенные. Одним из таких месяцев является священный месяц Рамадан. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, указывая на обязанность поста, сказал, смысл аята: «О те, которые уверовали, предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас. Быть может, вы станете богобоязненны». А посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: Ша'бан – это мой месяц, а Рамадан – это месяц Аллаха. Ша'бан – очищающий, а Рамадан – прощающий. Уважаемые братья и сестры, вне всякого сомнения, пост в месяц Рамадан является обязанностью каждого правоверного мусульманина, который дожил, будучи в здравии, и не является путником, является разумным человеком, у него есть состояние здоровья, позволяющее ему, и нет причин для того, чтобы он не постился. Уважаемые братья и сестры, кто-то может сказать: трудно же поститься в столь длинные и жаркие дни. Но когда человек узнает, что Аллаху Субханаху ва Тааля не притесняет своих рабов, как об этом Он сам в Коране говорит. Более того, Аллах сам нам сказал, а слово Аллаха есть истина, Аллах не желает для вас отягощения, а желает для вас облегчения. Более того, этот месяц Рамадан возвращается благом не к Аллаху, а к нам. Ибо Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается в мирах, а мы нуждаемся в нем и в милости Его. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, предписывая какую-либо обязанность, обязательно за это дает нам вознаграждение. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля наимудрейший. Даже если порой мы не постигаем мудрости, которую Аллах вложил в ту или иную обязанность, то нет сомнения в том, что Аллаху Субханаху ва Тааля алейса Аллаху би ахкамиль хакими. Не так ли Аллах является самым мудрейшим и самым справедливейшим из всех мудрецов и судей? Уважаемые братья и сестры, если мы обернемся к сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и послушаем хадис, речь посланника Аллаха, которую посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читал в преддверии Рамадана. Мы, если внимательно вдумаемся в эти слова, мы поймем, что заложено благого и великого, и сколько пользы от поста в месяц Рамадан. Итак, наш
любимец, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Я айюхан нас, кад аллаллакум шахрун азимун мубарак». О люди, воистину над вами надвис великий месяц, месяц благословенный. Шахрун фихи лейлятун хайрун мин альфи шахр. В ней есть ночь, в этом месяце, которая лучше, чем 1000 месяцев. Шахрун джа'аля Аллаху сиямаху фарида, ва кияма лейлихи татавваа. Месяц, в который Аллах Субханаху ва Тааля день сделал обязательным постом, а ночь добровольной молитвой. Тот, кто приблизится, «Ман такарраба фихи би хасратин мин аль-хайри кана каман адда фаридатан фима сива». Тот, кто совершил один единственный благой поступок в этом священном месяце, он будет приравниваться к фарду в другие месяца. То есть, если в этом месяце мы совершили один хороший поступок, это равно тому, как в другие месяца мы совершаем целый фард. Далее он говорит, саллаллаху алейхи вассалям: «Ваман адда фаридатан фихи, кана каман адда саб'ина фаридатан фима сива». А кто совершит один фард в этом месяце, это будет приравниваться к 70 фардам. Если мы послушаем этот хадис, его уже было бы достаточно. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает и говорит нам: «Вахуа шахру сабри, свасавабуху аль-джанна». Это месяц терпения, а за терпение вознаграждением является рай. Это месяц взаимопомощи и поддержки. Это месяц, в котором Аллаху Субханаху ва Тааля добавляет удел правоверным. Тот, кто разговит одного постящегося, это будет для него прощением и освобождением его шеи от оков огня. И ему будет столько же вознаграждения, сколько тому, кто постился, и при этом у постящегося ничего не уменьшится. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: «О посланник Аллаха, не каждый из нас находит то, чем разговит постящегося». Посмотрите на милость Аллаха Субханаху ва Тааля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ю'ти Аллаху хаза саваба лиман фаттара саиман аля тамратин, ау шурбати маин, ау мадаккати лабан». Что означает, Аллаху Субханаху ва Тааля дарует это вознаграждение каждому, кто разговит постящегося одним фиником, или напоит водой, или глоток молока даст. Разве это не милость Аллаха Субханаху ва Тааля рабам своим? Разве этот месяц не заслуживает, чтобы мы как можно больше старались в этом месяце? Разве это милость Аллаха Субханаху ва Тааля, которую Он нам дает за маленькое? Поститься, кто-то скажет, тяжело. Но если это сравнить с тем, что упоминается в этом хадисе, это все равно незначительно по сравнению с вознаграждениями Аллаха Субханаху ва Тааля. Далее посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, продолжая, говорит нам: «Вахуа шахрун ауалюху рахма, ва аусатуху магфира, ва ахируху итку минаннар». Это месяц, первая треть или первая часть, которая является милостью Аллаха, середина прощением, а последняя часть освобождением и защитой от огня. Тот, кто снимет бремя с раба своего, то Аллах простит ему и освободит его шею от оков огня. Так как можно больше совершайте 4 вещи. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, дает нам наставление сверх того, что было сказано. Если мы хотим заслужить милость Аллаха Субханаху ва Тааля, если мы хотим получить то благо, которое Аллах вложил, мы должны, говорит, придерживаться 4 вещей. И он, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: что касается этих 4 вещей, то 2 вещи, если вы будете их совершать и соблюдать, то вами будет доволен ваш Господь. А другие 2 вещи, вы без них просто никак не обойдетесь. Что касается 2 вещей, которыми мы, или как посланник Аллаха сказал, вы сделаете довольным Господа своего, то это шахада, свидетельство, что нет божества, который достоин поклонения, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля, и просите у него прощения.
То есть как можно больше свидетельствовать о единобожии и просить у Аллаха Субханаху ва Тааля прощения. Второе. А две вещи, без которых вы никак не обойдетесь, то просите у Аллаха Субханаху ва Тааля рая и просите защиты от ада. Далее он, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. А тот, кто напоит постящегося, то есть разговит именно постящегося, то Аллах Субханаху ва Тааля напоит его из моего водоема, и он, говорит, не почувствует жажды до того момента, пока не войдет в рай. Аллаху Субханаху ва Тааля милостивый и милосердный даровал нам этот месяц и сказал: «Шахру Рамадан аллази унзиля фихи аль-Кур'ан». Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран. «Гудан линнаси ва баййинати мин аль-гуда». Как правильное руководство и разъяснением истинного пути и развлечением, так пусть же кто из вас засвидетельствует этот месяц, пусть постится его. А тот, кто является больным или в путешествии, то из других дней пусть возмещает. Аллаху Субханаху ва Тааля проявил огромную милость. Человек, который находится в пути или болен, кормящая ребенка своего грудью, находящаяся в положении беременная женщина, Аллаху Субханаху ва Тааля дал им возможность, если они чувствуют тягость, и для них это тяжело, Аллаху Субханаху ва Тааля дал им отсрочку. Они не постятся, пока не завершится цикл кормления. Если в этом кормлении есть необходимость для этого ребенка, и он еще самостоятельно не кушает. То же самое, если она в положении, и проконсультировалась с врачом, или даже не консультируясь, она почувствовала, что ей становится плохо во время поста, и у нее начинается головокружение и слабость, недомогание. Ей разрешается не поститься, но она должна будет возместить в другие дни. Аллаху Субханаху ва Тааля милостивый и милосердный дает тому, кому дал он отсрочку в другие дни, дает вознаграждение, когда он будет возмещать, инша Аллаху Тааля. Почему? Потому что это подарок от Аллаха. Уважаемые братья, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, милостивый и милосердный, отправил к нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сам посланник Аллаха показал нам, как правильно соблюдать пост. Разъяснил нам основные моменты, что можно, что нельзя. Что нарушает, что является порицаемым во время поста. Что является порицаемым во время поста и вне поста, то есть в другие времена. Так посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указывая на важность этого месяца, сказал: «Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замбихи». Тот, кто постился в месяце Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение Аллаха Субханаху ва Тааля, то ему будут прощены все его прежние грехи. Также есть хадис, в котором говорится: тот, кто совершал молитвы, то есть киямуль лейль, ночные молитвы дополнительные, с верой и надеждой на Аллаха Субханаху ва Тааля, то Аллаху Субханаху ва Тааля простит ему прежние грехи. Уважаемые братья и сестры, когда мы говорим о посте, мы должны понимать смысл поста не только как воздержание от еды и питья, или чтобы проникло что-то в нашу внутренность. Нет. Мы должны вместе с этим брать и другой смысл. Слово «сом» поста, а именно воздержание от всего того, что Аллаху Субханаху ва Тааля и так запретил. И еще более ужесточил это положение в Рамадане. Почему? Потому что в Рамадан Аллаху Субханаху ва Тааля ниспослает и обнимет милостью своей всех, кто постится, и среду, в которой постятся. И если ты находишься в этой среде, братья, которые постятся, родственники, которые постятся, и которые тебе напоминают больше и чаще, и твое состояние: почему я все-таки сегодня не кушаю? Просто мне не хочется. Или потому что это указание Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что я покорился Всевышнему Аллаху и следую Его указаниям.
Если ты это осознаешь, ты должен понимать, что все действия, которые ты делаешь, и на которые указано в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что эти действия, их нужно воздержаться, как заниматься рыбой, говорить за спиной брата своего, лгать или действия в соответствии с ложью. Если ты занимаешься смутой, если ты в торговле кого-то обсчитываешь, Аллах говорит в Коране: «Вейлю лиль мутаффифин» – горе обвешивающим. Это вне зависимости от сезона, а тем более ты в Рамадане. Люди смотрят на нас как, например, и образ тех, кто несет эту религию. Особенно тех, кто по внешности сразу выделяется. Мы видим, что человек носит бороду, девушка в хиджабе, человек в феске. И при этом всем он сквернословит. Или курит. Или обманывает и обсчитывает. Этот грех еще больше, потому что он в священном месяце. И потому что ты дискредитируешь положение ислама и мусульман. Уважаемые братья и сестры, Аллаху субханаху ва та'аля, как было сказано, когда предписывает нам некую обязанность, обязательно за этим стоит огромное благо. Так, в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит нам: «Ас-сияму джунна, ястаджинну бихал абду минан-нар». Ураза является защитой, которой он прикрывается, то есть раб прикрывается ей от огня. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ас-сияму джуннатун ва хусну минан-нар». Пост является защитой или щитом и крепостью от огня. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: тот, кто один единственный день постился ради Аллаха, обратите внимание, здесь изначально идет речь ради Аллаха фи сабилиллях, то есть это не фард. Изначально ты постишься как добровольный пост. Мы сказали, что обязанность его вознаграждения в 70 раз увеличивается. А здесь говорится про добровольное деяние. То есть вне Рамадана человек один единственный день постится ради Аллаха субхану ва та'аля, ради его довольства. «Джа'аля Аллаху та'аля бейнаху ва бейнан нари хандакан кама бейна ас-сама'i валь ард». То Аллах делает между ним и огнем ров, расстояние которого как между небом и землей. Один день поста. Представляете, если это еще фард. В хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он нам говорит, что Аллаху субханаху ва та'аля любит больше всего от раба своего, если он делает то, что Аллах ему предписал. То есть ты делаешь своевременные, обязанные вещи. Фарды исполняешь. А затем, говорит, уже сунну. А затем еще добровольные деяния, к которым ты приближаешься к Аллаху, до тех пор, пока Аллах тебя не полюбит. А если Аллаху субхану ва та'аля полюбит тебя, то, как в этом хадисе Аль-Кудси говорится, он будет контролировать нас изнутри. Ты посмотрел куда-то, ты знаешь, это харам или халаль, и Аллах дает тебе силу, чтобы ты отказался от запретного. Точно так же, как он тебе дает силу совершать благие деяния. И я прошу Аллаха субханаху ва та'аля милостивого, милосердного, чтобы этот месяц милости, который, иншаллах, наступит через пару дней, чтобы каждый из нас его застал, подготовившись духовно. Чтобы он знал, что в этом месяце есть такое благо, которое, если мы сосчитаем, мы не сможем его сосчитать. Мы не сможем его достойным образом оценить. И Аллах субхану та'аля весь этот хайр, все это благо нам возвращает, если мы будем искренни. И чтобы мы берегли те свои обязанности, которые мы совершаем, чтобы мы их не сделали тщетными, чтобы в судный день не получилось так, чтобы придем и не найдем ничего из своих деяний. Просите у Аллаха субхану та'аля прощения, ибо Он всепрощающий. Аллахумма гфир лил-му'минина ва-уммати аль-ахья'i سميع مجيب اللهم اغفر لنا وإلى غيرك لا تكلنا برحمتك يا رحمن. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. В завершение, уважаемые братья и сестры,
Я хочу напомнить хадис, в котором посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, передает нам слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Итак, он говорит, алейхиссалату вассалям, каждое деяние сына Адама приумножается, каждое благое деяние в 10 раз. До 700. За исключением поста Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, кроме поста, ибо он ради меня, и я вознаграждаю за него. Он оставляет свои желания и свои страсти, еду ради меня. Также в продолжении, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, у постящегося 2 радости. Одна, когда он ифтар делает, разговаривается. А вторая, говорит, когда он повстречает Господа своего. И запах, который исходит изо рта постящегося, приятный для Аллаха Субхану Тааля, чем запах мускуса. В этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил нам несколько важных вещей. Если мы искренне ради Аллаха Субхану Тааля постимся, и в хадисе сам Аллах сказал, «Ядау шахватаху ва та'амаху». Он оставляет свои страсти, то, что бы он хотел сделать, но ради Аллаха воздержался. Ради кого? Ради довольства Всевышнего Аллаха. И поэтому у него есть также 2 радости. Во-первых, вознаграждение, которое в судный день мы получим, и никто не знает его размера. И также в хадисе говорится, что ангел, когда хотел записать, сколько вознаграждения написать, Аллах сказал, оставь так, как есть. Никто не знает, кроме самого Аллаха. И этот пост каждого человека тоже может разниться. В зависимости от того, как ты отнесся к своему посту, такое вознаграждение у Аллаха найдешь. Чем ты к этому серьезнее относишься? Воздерживаешься от всего запретного и порицаемого. Даже от нежелательного, не только нежелательного, даже от того, в чем есть малейшее сомнение. Зачем? Ради довольства Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И у него есть, говорит, дуа, которое ты делаешь во время ифтара. В хадисе говорится о другом, когда, говорит, ифтар делаешь, у раба есть дауа мустаджаба, дуа, которое Аллах обязательно примет. Единственное, тоже есть разница в том, что когда это дуа надо делать, перед самым ифтаром или во время ифтара. Как в хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аллахума инни лака сумт, ва бика амант, ва аля ризкика афтарт, захаба аззама, ва пталлати аль-урук, ва сабата аль-аджру, инша'Аллах. Ученые есть, которые сказали, сначала ты делаешь глоток, потому что в хадисе есть смысл. То есть, мои вены уже насытились. Поэтому, говорит, это происходит после глотка или ифтара. Кто-то сказал перед самым ифтаром. Но, инша'Аллаху та'аля, дуа делать и до, и после никто не мешает. Уважаемые братья и сестры, я прошу Аллаха Субхану ва Та'аля, милостивого и милосердного, чтобы Он дал нам силы и здоровье эту уразу держать достойным образом, и чтобы мы и вошли в эту уразу, и закончили, прошли эту уразу, чувствуя, что мы действительно приобрели огромный багаж богобоязненности, как в Коране об этом говорится, что самый лучший провиант – это богобоязненность. Самый лучший, что мы можем с собой взять, это богобоязненность. Чтобы вот эта богобоязненность, инша'Аллаху та'аля, мы ее обрели, и стала стойкой для нас, для того, чтобы мы могли выдержать трудности этой жизни. Я прошу милостивого Аллаха Субханаху ва Та'аля, чтобы Он нас объединил на слове единства, в слове Аллаха Субханаху ва Та'аля, чтобы Аллах Субханаху ва Та'аля объединялся на сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Уважаемые братья, также хочу сделать небольшое напоминание о том, что, как мы говорили в самом начале, это месяц милости Аллаха Субхану Тааля и огромных вознаграждений. Каждый день мы ифтар, кто в ифтаре участвует, то есть делает, организовывает, ему будет вознаграждение так, как постился этот человек. А если их было много, то как они все постились. Из их аджра не уменьшается, и тебе столько же записывается. Есть один день разговения, примерно оценивается округленно в 22 тысячи. Но нет такого обязательства, чтобы один человек обязательно принес эту сумму. У кого сколько есть. Как в хадисе говорится, даже глоток воды или один финик. Если ты вложил в ифтар, пускай это будет 100 рублей, пускай это будут деньги, за которые можно купить одну коробку фиников. Но если каждый из нас чуть-чуть поучаствует в этом процессе, инша'Аллаху та'аля, ифтар, как и в прежние года, будет продолжаться. Но есть просьба, что никто извне не спонсирует. Мы, инша'Аллаху та'аля, сами себе спонсоры. Поэтому у кого есть, пускай подумает о том, чтобы этот багаж на судный день отложить. Джазакум Аллаху хайран. Прошу Аллаха Субхану та'аля, милостивого и милосердного, чтобы Он принял наши старания. Всевышний Аллах Субхану та'аля в Коране сказал:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على خير الخلق محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وثبت أقدامنا على دينك وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين اللهم فك أسر المؤمنين المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وارفع راية الحق في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر كما أخذت فرعون وهامان وجنودهما بكرمك وجودك يا الله يا أكرم الأكرمين اللهم وارض عن 4 خلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين عليه الصلاة. Уважаемые братья, сдвиньтесь вперед, чтобы была возможность у тех, кто